Привет, друзья! Сегодняшнее видео – это не просто описание события, которое произошло со мной. Это реальный разбор полетов. 4 дня, которые я провела в условиях дикой природы одного острова. То, как это было. История произошла по ту сторону Атлантики, на суровом канадском острове Ньюфаундленд. А точнее в той его части, где расположен национальный парк Гроссморне. И определил событие местный Visitor Center. По дороге к началу маршрута я увидела места, по которым мне нужно будет пройти в одиночку. Да еще и без топографической карты. Они, к моему несчастью, закончились в магазине при центре, а времени заказать или поехать поискать уже нет. У меня есть всего половина дня на подготовку, хотя для такого маршрута полдня – это вообще ни о чем. Вот и парковка. Здесь оставляем авто на время похода и приступаем к первому испытанию. Пройти на время 3 километра в Western Brook Pond Trail. Да-да, чтобы попасть на кораблик, нужно пройти трейл, хорошо рассчитав время, иначе кораблик может уйти без нас. Или придется сидеть, ждать и тратить деньги на кофе. В нашем случае все сложилось, и мы поплыли. Как говорится, приплыли. Добро пожаловать в начальную точку хайка по нашему пешего маршрута Long Range Traverse. Первую остановку мы все сделаем в месте, откуда происходит самая культовая фотография Ньюфаундленда. Вид на Western Brook Pond. Потом каждый из нас зашагает в своем темпе и растворится в бескрайнем ландшафте национального парка. 1805 квадратных километров абсолютно дикой природы. Даже как-то не по себе. Переполненная эмоциями и изрядно уставшая после вчерашней суеты, я разбила палатку у маленького озера и решила проанализировать сегодняшний день, потому что что-то определенно шло не так. Итог первого дня. Из маршрута пройдено всего 7 километров. Остальные 20 километров списываем на кораблик и поход к нему. День номер 2. Проснулась от зуда в ногах. Все-таки неправильно эти мухи. Писали, что их привлекает только темная одежда, они, оказывается, и светлой не брезгуют. Впечатление, конечно, убийственное. Я иду по маршруту, вовсю жарит солнце. Под ногами вот такого формата грязь. При этом справа мы видим ледники, одно другому не мешает, очень жарко. Но самое главное, вот эта вот перемешка ледник, грязь, жара и куча мошкары, вот эта связка у меня в голове не укладывается. Пройдя Маркс Понт, я умудрилась провалиться ногой в болото. И пока я приводилась в порядок, меня обогнала знакомая мне пара, бодро прошагавшая в сторону очевидной тропы. Отлично! Сэкономлю батарею GPS, подумала я, и пошла за ними по тропе. Очень, как оказалось, зря. На пути обратно наткнулась на незнакомого хайкера, который тоже пошел не туда. Батарея GPS потихоньку умирала, а я по памяти возвращалась к месту, где можно разбить на ночь лагерь и привести себя и мозги в порядок. Я не рассчитала продукты, и теперь нужно экономить, растягивать порции. Если там написано 2 персоны, значит на 2 раза. Хотя я могла ее съесть полностью. Сегодня тяжелый день был. Вас, наверное, тоже заинтересовало, почему я вернулась назад. История такая. Мы отклонились от маршрута 3 километра назад и зашли на холм, плотно покрытый такаморой. Такамор – это еще одна достопримечательность парка. Низкорослые, плотно растущие деревья с переплетенными кронами. Сквозь них нельзя пройти, слишком плотно. Нельзя проползти, крона слишком низко. И нельзя переступить.
Деревья слишком высокие. Но отступить не попробовав я не могла. Первый раз я вышла к озеру, второй к обрыву, ну а третий уткнулась в заросли такаморы в 100 метрах от правильной тропы. Кстати, подведем итоги дня. Пройдено 14 километров, причем реальное продвижение по маршруту только 3,5. Такой себе день. День номер 3. Сегодня нужно нагнать непройденные по программе километры. Появилось какое-то теплое домашнее ощущение во всей этой бескрайности и одиночестве. Теперь я и только я решаю, куда идти, а куда нет. Причина, почему я категорически не люблю ходить по снежным таким настилкам. Вот такой полуметровой в высоту снежный настил с сюрпризом. Я бы, наверное, обходила снег 10-й стороной, но, как оказалось, только ветер и снежные належни отпугивают этих кусачих тварей, которые меня уже жутко достали. Поэтому меня тянуло к снегу с неистовой силой. Такое ощущение, что я в горах и как бы нарушаю все свои принципы самосохранения. Я иду по ледовой наклонной подушке. Угол наклона маленький, пустот вроде бы нет. Но так делать нельзя. Я это знаю. Иду на свой страх и риск. Ребят, нельзя ходить по снегу, под которым течет вода, особенно при жаре в полдень. То, что я не провалилась, это везение и интуиция, ничего больше. Это и есть ледовая подушка, которую я только что прошла. Длинная какая. Тянется аж сюда. Я как бы в ту сторону, там, где снежная подушка опять лежит. А я там только что медведя бегающего увидела. Ну, как бы следам вот я и между свежими следами людей. Это я как бы уже привыкла. Ну, блин, медведь это больше, чем я ожидала. Да нет, все обошлось. Дабы избежать эффекта сюрприза, я заранее начала громко петь песню про мишек и клацать трекинговыми палками. Вот и добралась до лагеря. Ура! Но радоваться было рано. Потому что погода запланировала мое сегодняшнее испытание именно на вечер. Вы умеете ставить палатку на деревянный помост при шквальном ветре? Я, как оказалось, нет. День номер 4. В этот день не будет фото или видео. Мысли были совершенно о другом. Утром я проснулась от дикой боли. Ветер утих, и все кусачие твари налетели на меня, как на шведский стол. Моя сетка на лице потеряла свою функцию, потому что мухи нашли подлаз. Как же они меня достали! Я лежу, они кусают. Я иду, они кусают. Я останавливаюсь, они кусают. Я кушаю, они кушают меня. Тело уже не в силах терпеть ни укусы, ни зуд от укусов. Нужно срочно выбираться, иначе я просто уже не выдержу. Я шла как на марш-броске, пока внезапно не изменился ландшафт, исчезли источники воды, а вот и асфальтированная парковка с туалетом. Ух ты! Все закончилось? Финишировала я в сношенных носках и с супер воспаленными ногами. Говорят, Black Flies не откладывают личинок человека, так что заживет. Хотя мысль такая была.
Мои шрамы заживут через год. Примерно тогда же я решила сделать это видео, чтобы рассказать вам о самом экстраординарном хайке в моей жизни. Я полностью поддерживаю National Geographic. Этот хайк взорвет ваш мозг. Просто проходите его маленькими группами и желательно за 3-4 дня, чтобы природа успела подобрать ключик именно к вашей слабости. А когда вы соберетесь идти, загляните на мой борд в Pinterest, там собраны все сайты, которые нужны для подготовки, и мой личный блог. Там я открыла небольшие секреты об этом национальном парке. На этой ноте я с вами прощаюсь, спасибо, что были со мной, и до новых встреч. С вами была Оксана Луценко.